Приветствую всех, друзья. Давайте сегодня проведем общий расклад Таро. Ваш мужчина и соперница, другая. Как долго продлятся их отношения? С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы погадаем на треугольник, любовный треугольник, на соперничество, на мысли, чувства, планы и действия вашего партнера, вашего мужчины по отношению именно к сопернице. Поэтому настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях. Также, если у вас не треугольник, вы можете погадать, может быть, на себя, может быть, на какие-то другие аспекты. Ведь сегодня мы посмотрим и мысли, и чувства, и планы, и возможные действия. Поэтому, возможно, вы можете примените этот расклад к себе, включайте интуицию и используйте советы и подсказки, инсайты Таро для себя. Ну, давайте вот первую карту мы посмотрим, оттолкнемся от того, вот вообще посмотрим, что сейчас происходит между ним и другой женщиной, да, вот что их сейчас на самом деле связывает. Ой, рыцарь Пентаклей, знаете, он ей что-то пообещал, его обещание, это раз. И, знаете, он как будто бы ей служит. У них какая-то, образовалась кармическая связь, возможно, из-за его обещаний. Но, скорее всего, его связывает с ней чувство долга. Именно чувство долга, потому что это долг, кармический, да, вот эта карта. И вот такое ощущение, что их связывает то, что он как будто бы чувствует, что он ей что-то должен. Ну, окей. Ну, отсюда можно даже следующую карту посмотреть и спросить, вот на чем держатся эти отношения. Угу. Ну и смотрите, он ей должен, а она, может быть, должна ему, но здесь нет ни долг, здесь она управляет тем, что он ей должен. Поэтому смотрите, может быть, он дает, она берет. Может быть, она дает, он берет. Применяйте к своей ситуации. По-разному бывает. Есть мужчины, которые содержат. Есть мужчины, которые альфонсы. Может ли он быть здесь альфонсом? Карта старше. Но тогда почему у него чувство долга? Он берет, да, соответственно, у него и чувство долга. Да, скажу так. Возможно, эта женщина его купила, если он альфонс. И с другой стороны, может быть такое, что действительно он спасатель, а она жертва, да, то есть он ей отдает. Тут уже применяйте к своей ситуации. То есть на чем держатся эти отношения? На чувстве долга, на деньгах и на финансовых взаимоотношениях. Эти отношения выгодны и ему, и вашей сопернице. Окей. Хорошо. Отсюда тогда вопрос. Если все так на финансах, на материальном, да, вот на чем-то земном завязано, а если между ними настоящая близость? Да, есть. Паж жезлов – это такая интимная карта настоящей близости в том контексте, где есть интим. Да, есть между ними настоящая близость в плане интима. Но серьезны ли эти отношения по пажу? Нет. То есть настоящей близостью это не назовешь, но интим здесь есть. Вы знаете, сам мужчина не понимает, что он получает от этой связи, от этого интима, от этой близости. То есть ему это непонятно. А вот женщина здесь четко понимает, даже она чувствует, что она получает от этой связи. И уточним, что получает именно женщина. Мужчина как бы в луне, он не понимает, да, то есть он, может быть, получает какие-то непонятные для себя ощущения. Может быть ли это женской магией? Может ли он быть под ее чарами? Теоретически да, то есть, и, соответственно, он не понимает, что он получает. Хорошо, давайте пока чары оставим в стороне, просто, мужчина до конца не понимает, что он получает от этой связи. Что получает она? Она счастлива, десятка кубков. Она счастлива, она рада, то есть радость и счастье. Окей. То есть она получает максимум того, что она хочет. Да, вот так. Давайте тогда посмотрим. Если все он не понимает, а она понимает, то какие проблемы? Да, вот здесь диссонанс есть между этими двумя картами. Десятка кубков.
Ну, может быть, он привороженный. Ну, теоретически пока да. Ну, смотрим, потому что Луна он не понимает, да, по Луне. Обычно мужчины не понимают по Луне, когда на них магия, да. Какие проблемы существуют? 4 пентаклей. А проблемы опять-таки финансовые у них. Смотрите, он не может давать больше ей, чем она хочет. А хочет она немножечко больше, чем он может. То есть между ними могут даже уже, скорее всего, возникли финансовые проблемы и ограниченность мужчины в ресурсах. Не только в финансах, ну, может быть, там больше внимания, но здесь больше всего упирается в материальное. Поэтому эти отношения, они больше как материалистичные, не духовные, да. Но смотрите, они могут скрывать друг от друга правила. То есть это правила всегда, законы. То есть каждый играет как бы в этих отношениях по своим правилам. И они скрывают друг от друга правду. И видите, это духовная карта. То есть они в этих отношениях скрывают друг от друга духовную правду или духовные правила. То есть они, скорее всего, ну, знаете как, у каждого свое правило в этих отношениях, у каждого своя правда. И у каждого свой взгляд к честности в этих отношениях. Ну вот смотрите, по поводу искренности, здесь император. Здесь мужчина пытается, знаете как, навязать свои правила. А женщина, скорее всего, хитростью пытается навязать свои правила. То есть мужчина пытается навязать свои правила жесткостью, ну он же мужчина, да, грубостью, жесткой силой. А женщина мягкой силой, луной, да, ну такими женскими манипуляциями. Поэтому я так скажу. Мужчина думает, что женщина с ним искренна здесь. Но думает он так только с позиции своей силы. И он не понимает, где он слаб. И вот это и есть его слабостью, непонимание его слабых мест и сильных мест своего партнера является его слабостью в этих отношениях. То есть он думает, что он всесилен, и ему, может быть, за этой всесильностью он не искренен, как минимум, с собой, ну и со своей партнершей. Но она точно с ним не искренна. Получается. Почему? Потому что Луна здесь. А Луна здесь как будто бы, да, вот та карта, где мы говорили, что он, ну, по сути, не понимает, что он получает от этой связи, да. Но, тем не менее, на данный момент их связь на сегодняшний день крепка. Достаточно крепка, но они как бы близки. Это, скорее всего, такой вот период идет еще пока что ранний, да, так называемый конфетно-букетный период в отношениях, да. Ну, хорошо. Пусть эти пока отношения крепкие. Давайте тогда спросим, ну, такой вопрос, вот куда движутся их отношения в настоящий момент, да. Ну, в настоящий момент пока эти отношения могут затянуться, они могут, ну, если там они еще не расписались, то теоретически они могут и расписаться. Да? Но в настоящий момент у этих отношений есть перспектива. Вот. Радует это вас, не радует, ну, 10 пентаклей. Хорошо, давайте теперь просмотрим чувства. Мы обязательно посмотрим, чем все закончится, да, ну давайте посмотрим его чувства к ней, там, мысли и так далее. Вот его чувства, вот то, что он испытывает, да. Ну, давайте, какие чувства на самом деле он к ней испытывает? Ну, она для него императрица, видите, и император здесь не просто так. Да, и видите, здесь и рыцарь пентаклей, королева пентаклей, император, императрица. Ну, окей, то есть он считает ее императрицей, хотя и себя считает не меньшим по значимости партнером в отношениях. Поэтому богиня, да, считает. Ну, хорошо. Это любовь или привычка у них? Ну, пока да. Но смотрим все равно. Ну, вот смотрите, вот эти пажи, то, что я говорил, это настоящая близость, паж жезлов. Это любовь или привычка? Это паж. И вот эти пажи, они нас сегодня будут успокаивать. Они являются здесь главными знаками того, что у них, ну, не все так прям прочно. Да,
кажется, но мужчина не понимает пока, что у него как бы иллюзия Луны есть, да, в нем, в этом мужчине. Присутствует иллюзия Луны. Хорошо. То есть это любовь или это привычка? Это нестабильные чувства. Это чувства увлеченности, но они не фундаментальные. Понимаете? Он видит одно, а на самом деле другое. Точно так же, как мы говорили о вот этой вот настоящей ли это близость или нет. Паж жезлов, ну интим, хорошо. Вот что его в ней привлекает? Не знаю, его в ней привлекает ее нечестность, ее коварство, ее хитрость. Может, он чувствует это. Знаете, как подобное подобному ведь притягивается, да? Ну, может, она его обманом привлекает, получается. Семерка мечей, ну, как минимум, его привлекает в ней ее хитрый ум, да, изворотливый ум. А до конца он-то не понимает, что он от этого получает по Луне, да? А что его тогда начинает раздражать? Вот это давайте спросим. Ее секреты и какие-то тайные ходы. Может, он, если она на него магичит, он может это чувствовать, и он злится. Если мы не делаем сейчас диагностику, может, посмотрим в потоке, будут карты, магичит ли она на него или нет. Но начинает его раздражать ее какие-то такие вот скрытости, недоговоренности какие-то, да, недосказанность, да. И, может быть, она чересчур мягко к нему относится, чересчур прямо мягко, как стелется, да. Ну, бывает же такое в отношениях, да, бывает. Хорошо, а тогда какие эмоции он от нее скрывает? Ну, он скрывает свою усталость пока что. Ну да, действительно, по четверке пентаклей он не может давать больше, поэтому он скрывает свою усталость, особенно в интиме. То есть получается так, что он отдает очень много энергии. Но тем не менее, его привязанность к ней, она держится опять на финансах. И эта привязанность, она где-то, ну вот, насколько она сильна, эта привязанность? На 50%. То есть где-то половину своей энергии он уже успел раздать. Где-то своей половину силы он раздал. Да? Вот из-за этого, может быть, и он устает. Да? Не вкладывается как-нибудь в ритм, который она задает ему. А она задает ему ритм немножко выше, чем он может. Да? Но он не понимает, возможно с ней будущее или нет выстраивать. Для него будущее с ней является хаосом. То есть он не видит четких каких-то структур, четких пониманий. Луна и вот это вот шут, он как будто бы будущее с ней для него несерьезно пока что еще. Он может, знаете, о чем жалеть в отношениях? Что он, знаете, как с головой в полуме, во все тяжкие, да, опустился с ней. Он жалеет о том, что, возможно, решился на какой-то необдуманный поступок, роковой поступок, и поддался эмоциям, с одной стороны эмоциям, а с другой стороны хотел быть сильным, показаться сильным, да. И вот об этом он жалеет, да. Мы не можем сейчас понять, чего ему с ней не хватает, чего угодно. Он еще сам не определился, чего он хочет, да, до конца. Поэтому мы не понимаем, чего ему с ней рядом не хватает. Постепенно угасает в нем чувство удовлетворенности, комфорта и спокойствия, тепла. То есть это медленно угасает. То есть медленно угасающий огонь в нем по отношению к ней постепенно, он присутствует, да, это медленное угасание, оно присутствует. То есть он медленно остывает. Хорошо, давайте немножко в мыслях, да. Вот он немножко устал, да, но хотя сближение есть. Как он оценивает эти отношения сейчас?
Но он хочет отдохнуть, он устал от этих отношений или устает. То есть для него эти отношения, они как бы максимума достигли, и теперь вот вышли, знаете, есть такое понятие в математике, в экономике плато, да. То есть вот максимум достиг, и все, и вот они длятся, да. То есть как он эти отношения оценивает? Спокойные, холодные, ровные, да. Ну, это холодная карта, но она ровная, да, такая. Какие сомнения его мучают во сне? Сомнения в треугольнике. Он сомневается, а оставил ли он вас? А будет ли продолжение? А сможет ли он расти? А сможет ли он дать больше? А сможет ли он стать лучшей версией себя? Он же тут с позиции императора, с позиции силы выступает, с позиции спасателя где-то. А где-то, может быть, и с позиции берущего, да, я из берущего, а может ли она дать больше? А что я могу дать взамен, предложить, понимаете? Вот это идет такая, как, знаете, как спит, и в голове мысли, как летучие мыши у него крутятся, да, вот, шелестят. Вот о чем он себе боится признаться? Ну, смотрите, он боится себе признаться в том, что он винит либо ее, либо себя. Ну, то есть у него есть чувство вины. Чувство вины обычно оно направлено на себя, но, может быть, он ее и обвиняет. Я пока так склонен думать, что он боится признаться, что он винит именно себя. Хорошо, давайте тогда спросим, если он такой вот немножко в летаргическом сне, видит ли он проблемы там, в отношениях, которые становятся все серьезнее? Он их интуитивно чувствует, но женщина, знаете, вот своими чарами, да, женскими качествами, она эти проблемы нивелирует, стирает, подмазывает, подмывает, подливает, да, вот это вот такое, подливает, слышите, говорю, может, она его опаивает, ну тут надо, с точки зрения диагностики, надо отдельную диагностику желательно тогда делать. Поэтому он не видит за этим кубком, за этой королевой кубков. Ну, может быть и опои. И смотрите, здесь рак скорпиона, здесь чистый скорпион. Здесь кубки, 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 кубки. Все вода. Очень много воды здесь, и луна здесь о непонимании его. Хорошо, сравнивает ли он ее с другой? Ну, может быть, с вами. Да, сравнивает. И много думает об этом. Сравнивает с другой. И если это другая вы, это уже хорошо. Тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Он делает выводы, да, что нужно что-то изменить. Но он до конца, знаете, как не определился, что именно ему нужно менять. Он сделал выводы, что где-то, может быть, он поменял шило на мыло. Знаете, есть такое пословица, да. И он делает выводы, что вы, может быть, и лучше были. Или были не так-то уж и плохи, да, ну, с какой точки зрения посмотреть. То есть он может делать выводы, что вы намного лучше, да. Это неравносильный обмен. Он начинает замечать, знаете, как пелена спадает и начинает замечать что-то хуже, да. Ну, за конфетно-букетным начинается, да, реальность. Хорошо. Ну, что его тогда заставляет оставаться рядом? Паш мечей, видите, пажи, нестабильность и вовлеченность. Вовлеченность, детская наивность, может быть, обещания, те, которые он дал, да, в начале, помните, мы говорили, и позиция силы. Он не хочет показаться слабым. Знаете, задумываться об уходе он начинает, когда, вот, может быть, выпьет или погружается в какие-то глубокие эмоциональные слои дна своей души. Да? Вот когда он погружается в глубокие эмоциональные слои дна своей души, он задумывается об уходе. То есть, задумывается ли он об уходе? Да, когда глубоко-глубоко погружается в чувства. Когда его гложет, может быть, где-то тоска по прошлому. Видите, все-таки этот король кубков смотрит в прошлое. Да? Окей. А какое решение постепенно так созревает внутри него? Королева мечей. Это даже не решение, он хочет ее проверить.
Он хочет проверить, насколько она справедлива, насколько она честна и насколько их союз крепок. Вот это решение. И здесь, смотрите, опять весы. Это партнерство. Он хочет проверить партнерство. И, может быть, он будет проверять это с ней, но это коснется того, что вас связывало с ним. Вот то, что он никому пока не рассказывает. Ни вам, ни ей. Дьявол, он глубоко сожалеет о том, что связался с дьяволом. Ибо знаете почему? Потому что праведник. Он отошел от какой-то правды. И у него есть действительно сожаление, но он к этому еще идет и очень-очень медленно. Поэтому он не рассказывает о том, что он как будто бы, знаете, служит дьяволу или ведет себя, вот его поведение по отношению к вам, да, к себе, становится медленно, но уверенно становится адски невыносимым, да, или дьявольски невыносимым. Такое у нас погружение сегодня. Давайте немножко про нее посмотрим, да, ее позиции. Вот что она скрывает, да. Давайте спросим, вот ее истинные намерения. Как раз там может быть и магия где-то будет, если она есть. Ее истинные намерения. Она хочет взять все, но таким образом она хочет что-то уничтожить, да, или положить конец чему-то. Может быть, вашим отношениям, если она про вас знает, но так она хочет взять всю энергию из него. Может ли она его вампирить? Гипотетически да. Хорошо. Что она чувствует к нему? Она чувствует от него энергию близости, интима, и она чувствует к нему, что она им управляет. Здесь туз жезлов, а туз жезлов – это тот самый рычаг управления, коробка передач, да, как говорится. Хорошо. Что она хочет добиться от этих отношений? Она хочет победы любой ценой, даже если эта цена будет вот этой десяткой. И смотрите, десятка и пятерка, что мы получаем? Дьявола. Вот он рядышком. А десятка, пятерка и туз жезлов – это башня. А башня – это вот разрушение. То есть этот человек бессознательно или подсознательно хочет забрать все, чтобы разрушить. Есть ли такой склад психики у людей? Да. Я вам как психолог говорю, что есть люди, которые хотят все для того, чтобы потом все это разрушить. Обесценивают, да, в конечном итоге то, что получили. Хорошо, а что она от него скрывает? Она от него скрывает судьбу, но эта карта может говорить и о плохом, о том, что она скрывает то, что она влияет на его судьбу, и возможно, что, знаете как, то, как их ведет судьба, или благодаря чему их ведет судьба, но она скрывает свое влияние на судьбу их отношений. Поэтому, смотрите, судьба у нас ложится под Луну, поэтому он и не понимает. Понимаете, да? Вот вы можете пересмотреть, какие карты здесь выпадали. Смотрите, она управляет судьбой отношений. Да, она управляет и двойкой, десяткой пентаклей, точнее, лунной. Она управляет шестеркой пентаклей, она управляет тройкой пентаклей, она управляет его чувствами, королем кубков, понимаете? Окей. Давайте тогда посмотрим. Есть ли у нее страх потерять его? Да нет у нее особо страха потерять. Она уверена в себе. Ладно. Бывает такое. Бывает. Хорошо. А насколько серьезны ее планы тогда? Тут солнце, там два солнца. Да, одно земное, другое высшее проявление, высшей формы. Насколько серьезны ее планы? Да, серьезные ее планы. Как минимум, она может навредить и ему. Если знает о вас, то тройка мечей. Да, она хочет разорвать как минимум ваши отношения, если про таковые она знает. Но она, даже если не знает, она будет делать все, чтобы мужчина назад не вернулся. Имейте это в виду. Тройка мечей. Хорошо. А вот что она видит в их будущем? Она просто пока что... Это ветер. Она видит активное движение. Может быть то, что он уедет к ней или не вернется назад. Но она видит скорость пока что. Конкретики она не видит. Она просто торопится. Вот и все. Скорость видит. Какая ее главная слабость?
Ну, человек с сложным характером, любит конфликтовать, может быть причиной ссор и рассорок, и любит навязывать свои правила. Но, тем не менее, она любит играть. Это игрок, да? То есть это такой сложный, достойный противник. А что может ее надежды разрушить? Ну, ее надежды может разрушить Верховная Жрица, а это магия и закрытие дорог. Все, больше я ничего не могу сказать по этой карте. То есть, если она магичит, то, знаете, как на каждое действие находится противодействие. То есть, симметричный ответ ее надежды может разрушить. То есть, если она на него магичит, вы магичите. Если она что-то делает, вы делаете симметрично. Какую ошибку она рискует совершить? Но она рискует совершить такую ошибку, что они вместе не будут. Поэтому, если у них шанс быть не вместе, да, он сохраняется, несмотря на то, что начало расклада им, ну, как бы очень заходит. Теперь давайте посмотрим немножечко, как долго продлится их союз. В ближайшем будущем, что их ожидает. Но эти отношения пока что все еще имеют хорошую матрицу их судьбы, к которой она, скорее всего, приложила свои усилия. Да? Не самые светлые, возможно. Поэтому эти отношения могут затянуться надолго и могут так и остаться пока что еще. Но эта карта, она просто подтверждает начало расклада. Давайте тогда по-другому спросим, станут ли их чувства сильнее? Могут стать сильнее, могут стать крепче, и это может перерасти там, в семью или в что-то более серьезное, не в пажи, колесница, то есть время может показать. Но особенно если он к ней поедет или она поедет к нему, поэтому если вы можете помешать этой поездке, попробуйте. Какие испытания ждут их? Семерка кубков, ну, здесь может быть что угодно, и это может быть и морок, и испытания сложностями, и испытания славой, деньгами, подарками, нищетой. То есть это, знаете, как из пространства вариантов мы извлекаем что-то наугад. То есть, по сути, как бы, если по магии это может быть и морок, но с другой стороны это может быть что угодно, от чего-то хорошего до чего-то очень плохого, да. Мы не можем сейчас это посмотреть. Ну да, жрица у нас тут уже есть, да. Нам чем дальше после жрицы, тем сильнее, точнее, сложнее смотреть. Что может начать разрушать их связь? Давайте тогда посмотрим так. Маг, магия и решительные действия, в том числе и мужчина, да. Ну, действия вашего мужчины, действия мага, магия, верховная жрица, то, что я говорил, да, вот так и выпало. Интересный сегодня расклад. Хорошо. Есть ли риск серьезного конфликта у них? Да, и это, ну, то есть, если вы сможете их поссорить, это будет выходом. Да, ответ да, и это может укрепить вашу связь, да, или перенаправить его к вам. Будет ли период охлаждения? А он уже начался, и давайте посмотрим, ну, когда он начнется приблизительно. Семерка жезлов. Ну, когда он устанет доказывать что-то. Устанет доказывать или отстаивать свои права, свои границы, свою энергию. Поэтому этот период охлаждения, он связан с энергией, с огнем и с усталостью. А он уже устал. А кто первым может начать отдаляться, он или она? Мужчина первым может начать отдаляться из-за того, что он почувствует, что он не в силах, что он истощен, ну, что он провампирен, да, допустим. А что станет переломным моментом, вот той соломинкой или тем перышком, которое переломит хребет верблюду, да, как в этой притче? Ну, смотрите, во-первых, он почувствует, что он бессилен, а она, возможно, будет продолжать требовать от него силу или воздействовать на него своими силами, своими энергиями. Эти отношения продлятся как минимум до конца поездки или до Стрельца. А Стрелец это у нас ближе к, ну куда? К декабрю месяцу. Но и эти отношения продлятся до тех пор, пока энергия интима будет доминировать в этих отношениях. Наиболее вероятный итог их союза давайте посмотрим.
Пятерка кубков. Он может повернуться к ней спиной и начать от нее отдаляться. Почему? Потому что тоска в его сердце по вам все еще присутствует, и ее нужно усилять и жрицей, и всеми способами, которые вы здесь слышите в этом раскладе, да, всеми подсказками, инсайтами. Хорошо, достаточно, давайте перейдем. Вот посмотрим, чем все закончится, что тебя ждет, да, что вас ждет. Вот какой финал готовит судьба этой истории. Все может разрушиться, поэтому смотрите, он может так разрушить ваши отношения и с ней остаться, а может разрушить и ее отношения, остаться с вами, а может быть и так, что он разрушит вообще все. Это карта тотального коллапса, поэтому пока что шанс на то, что все разрушится, присутствует. То есть ни вам, ни вашим, ни нашим. Что мужчина поймет, но будет слишком поздно. Он поймет, что поторопился и что, знаете, как распылял себя, раздал себя, разбазарил себя и свою энергию. Но будет поздно. Будет ли возврат к прошлому? Он все еще возможен. Да, но для этого нужно рисковать. Для этого нужно идти на отчаянные действия. И эта карта допускает этот шанс, но чем дальше, тем этих шансов меньше. Потом идет девятка, это практически без шансов, а десятка это уже шансов никаких. Поэтому да, но шансов, давайте так скажем, 20% из 100, да. И связано с рисками. Его взгляд на отношения может измениться. Но для этого ему еще нужно поработать со своим чувством вины, чувством долга или наоборот. Да, потому что если он всех обвиняет и никому ничего не должен, то тоже это надо пересмотреть. Хорошо. Что судьба готовит лично для вас, как для зрителя или зрительницы? Кармический узел. Испытание будет нелегко. Будет или больно физически, душевная такая боль, страдания. Но тебе судьба готовит серьезное испытание. Может быть, в связи с партнером, с мужчиной. Может быть, придется еще спасать или его, или себя, или вас обоих. Такая карта выпала. Хорошо. А какое преимущество сейчас у тебя? Какие карты у тебя в руках? Давай, какими картами, да? Тузы есть или нет? У тебя королева жезлов, у тебя много сил, энергии, ресурсов, возможностей и способов и физически, и энергетически влиять на эти отношения. На эту ситуацию в целом, да. На свои отношения и на их отношения. Да ты ведьма. Вот так, королева жезлов. Это твои ресурсы. Королева жезлов или ведьма – это есть твой ресурс. Жрица твой ресурс, маг твой ресурс и так далее. Все остальные твои ресурсы. Хорошо. А что тебе важно знать о ближайшем будущем? Вы можете быть вместе, если преодолеете испытание треугольника. Я так подозреваю, на нем опой. Это мне уже в конце такой инсайт идет, что, скорее всего, его опаивают. Но если он пьет или выпивает. Выпивает. Я не говорю, что он там алкоголик какой-то, да. Где находится твоя сила в этой ситуации, да? В ситуации треугольника. Давайте еще раз посмотрим. Смотри, здесь мужчина уходит, но ты как бы видишь его силуэт, ты видишь его спину, ты все равно его не отпускаешь. И это и есть твоя сила в этой ситуации. Возможно, то, что у вас есть вот эта связь, не дает ему шанса пока окончательно уйти. Кармический узел между вами не развязан, поэтому эта карта говорит о возможном продолжении и возможном возвращении. Хотя по восьмерке, а восьмерки – это невысокие шансы возвратиться. Чем в итоге обернется вся эта история? Страшный суд. Каждый ответит за грехи свои, если таковые есть. И в этих отношениях каждого ждет ангельское очищение. Совет тебе, лично тебе, от высших сил. Девятка кубков. Твой партнер, особенно мужчина, эгоист. Но если тебе с ним комфортно, используй все свои силы и ресурсы, действуя праведно, правильно и
сохраняє чесність з самим собою або з самою собою. Все буде добре, почуємось, до зустрічі. Па-па.